Привет, друзья! В Берлине фокус градостроительных проектов сместился в сторону закрытого девелопмента. В крупнейших городах стартует новая волна элитного строительства, но с улицы туда не попасть. Условия участия в новых проектах ограничены, а распределение жилья происходит по заранее утвержденным спискам. А список этот, как стало известно, согласовывается не в банках, а в структурах, близких к новому правительству. Официально это инвестиции в будущее и новая городская среда. Фактически это перераспределение объектов недвижимости между крупными участниками рынка. Особенно активно включились игроки, давно аффилированные с правительственными фондами. Как выяснилось, некоторые компании, уже работавшие над инфраструктурными проектами, вновь получили контракты. Сейчас они вернулись уже с поддержкой со стороны строительного лобби, тесно связанного с реформами Мерца. Часть из них, по данным экономических обозревателей, консультируют комитеты по региональному развитию при парламенте. Земельные аукционы все чаще идут без огласки, участки получают те же, кто входит в клуб. Обычные девелоперы вне игры, механизмы перераспределения прописаны в регламентных взаимодействиях, но получить их на руки не удается. Это внутренние документы фондов. И вот здесь начинается главное. Городская недвижимость превращается в инструмент новой политики. Элитные кластеры выстраиваются не только ради прибыли. Это точки нового влияния, узлы доступа к административным потокам и цифровой инфраструктуре. Простыми словами, недвижимость все чаще рассматривается как инструмент стратегического развития. Но настоящая игра даже не в стройке. Если элитные кластеры растут вверх, то старые районы начинают исчезать с карты. Внутри Берлина уже перестраиваются целые кварталы, схема действует четко. Сначала анализ территории, потом оценка неэффективного использования, далее выкуп через третьи руки. И финальный этап – это масштабная трансформация районов с изменением состава арендаторов. Как сообщают источники, знакомые с механизмами, часть проектов проходит через консорциумы, зарегистрированные за пределами Европейского Союза. Это предположительно упрощает прохождение регуляторных процедур. Особый интерес вызывает история с проектом под названием «Новая Берлинская ось», где сразу несколько старинных зданий были выкуплены анонимными структурами в течение 2 недель. Появляются новые термины: протокварталы, гибридные зоны, архитектурное обновление. Но за ними стоит процесс, постепенная замена старых арендаторов на людей, которые вписываются в новый формат. Это юристы, чиновники, стартаперы, топ-менеджеры. Их селят в пространстве, где уже предусмотрены элементы контроля: цифровая регистрация, стандартизированные сервисы и единый доступ. По оценке городских аналитиков, в крупнейших районах начинается эффект слоеного города. Сверху новые фасады и урбанистическая риторика, внизу контракты, которые не проходят через муниципалитет, а направляются напрямую в комитеты по стратегическому развитию. На улицах появляются одинаковые вывески, одинаковые стеклянные дома, одинаковые управляющие компании. Но все это часть одного проекта, цель которого не просто строить, а полностью перекроить социальную географию Германии. А теперь самое интересное. Финансовая сцена Берлина резко изменилась. Deutsche Bank, Commerzbank и ряд менее публичных, но влиятельных банков как будто синхронизировались. Все они начинают резкое перераспределение внутренних ресурсов, и центр принятия решений неожиданно сместился. На смену привычным финансовым планам пришли так называемые рекомендации экономического штаба. Именно так теперь называют группу экспертов, работающих при Мерце. Как сообщают источники, знакомые с переговорами между правительством и банками, создается специальный координационный орган. Именно он будет определять, какие проекты получат доступ к государственным гарантиям, а какие останутся без финансирования. Сама идея – это направить капитал не наружу, а внутрь страны. Фокус на инфраструктуру, транспорт, промышленность, энергетические узлы. Банковские аналитики уже назвали это экономическим внутренним разворотом. Что особенно здесь интересно, это несколько крупных частных фондов, ранее действующих через международные каналы, спешно переносят активы в немецкую юрисдикцию. Формально для упрощения отчетности, но по сути, чтобы не упустить старт нового инвестиционного цикла. Инсайдеры в финтех-кругах говорят о фазе капитального накопления перед резким рывком.
Все это под патронажем национального экономического курса, который МЕРС выстраивает почти вручную. Но просто контролировать финансы мало. Система награждает тех, кто играет по ее новым правилам. Свежие кейсы, гуляющие среди экономистов и журналистов, дают понять, в системе запустили новый фильтр. Если банк или фонд активно поддерживает курс реформ, он получает льготы, контракты, приоритеты. Если дистанцируется, его проекты могут неожиданно столкнуться с проверками, задержками или просто молчаливым игнором. Как сообщают в одном из аналитических обзоров, ряд крупных соглашений по финансированию логистических и энергетических проектов оформляли через структуру, где ряд участников имел опыт взаимодействия с профильными ведомствами. Официально все процедуры соответствуют нормам, но в кулуарах это уже называют экономическим фильтром лояльности. Особую роль играют доверенные фонды. Их состав закрыт, но известно, что они участвуют в отборе бенефициаров на стадии подготовки еще до официальных тендеров. Контракты идут под ключ, лизинг оформляется по упрощенной схеме, а часть выплат скрыта под формулировкой «государственное содействие». На этом фоне неожиданно активизировались и региональные банки. Раньше они были просто обслуживающими структурами для сельского бизнеса, например. Сейчас им поручено распределение микрокредитов, сопровождение строительства и даже управление цифровыми заявками от малого бизнеса. Но важно здесь понимать, что это не самостоятельность, а имитация децентрализации. Все ключевые решения идут все-таки сверху из экономического штаба при канцелярии. Рынок видит, контроль усилился, но подается он под соусом эффективности, поддержки и восстановления доверия к системе. Риторика меняется, но смысл остается. Управляет тот, кто ближе к центру. И вот тут в игру вступает новый хищник. Бизнес под прикрытием безопасности. В Германии идет стремительное перераспределение полномочий в сфере защиты и не в пользу государства. Официально все выглядит как модернизация сектора, но на деле это новая эра для частных подрядчиков. Крупные игроки уже формируют пул компаний, допущенных к работе на объектах из списка стратегических. И речь идет не только о госучреждениях, но и о жилых кварталах, энергетических хабах, логистических узлах. Процедура отбора проходит через гибридные структуры, где пересекаются интересы бизнеса и власти. Именно там, как сообщают наблюдатели, происходит согласование ключевых тендеров. Среди допущенных подрядчиков структуры, за которыми стоят бывшие военные, экс-сотрудники спецслужб и международные инвестфонды. Часть из них имеет регистрацию в Европейском Союзе, но следы капитала ведут в Азию и на Ближний Восток. Рынок наблюдает всплеск интереса к услугам персональной охраны, защите цифровых данных, видеонаблюдения и сопровождению высокопоставленных лиц. Особое внимание привлекают тендеры по защите зданий, построенных в рамках новой программы элитной застройки, которая заключается не напрямую с министерствами, а через так называемые интеграционные платформы. Формально это партнерство государства и бизнеса, но фактически это расширение участия частных структур в сфере обеспечения безопасности. Но все это только обложка. Следующий уровень – это доступ к элементам цифровой инфраструктуры. Компании, выигрывающие тендер на защиту цифровой инфраструктуры, получают доступ к данным, которые раньше считались строго государственными. И вот здесь возникают реальные вопросы. Все оформлено красиво, как обмен информацией между подрядчиком и органами исполнительной власти. На практике это формирование параллельного канала доступа к логистическим маршрутам, передвижению сотрудников, поведенческим моделям пользователей. Системы видеонаблюдения, логины, ID-пропуска, обработка трафика – все это оказывается в частных руках. Как отмечают в юридических кругах, происходит сращивание подрядчиков с госструктурами на уровне совещательных советов. Именно владельцев некоторых фирм всплывают в документах, связанных с разработкой стратегии безопасности. Об этом говорится и в отчете одного из аналитических центров, попавшим в прессу. Появилась идея создать национальный центр безопасности нового типа с участием частных подрядчиков, которым дадут особый доступ и полномочия. Такой центр будет якобы координировать защиту критических объектов, но без парламентского контроля.
Роль государства при этом исключительно гарантия, платит бюджет, а исполняет бизнес. Это новый формат, безопасность как услуга, но в условиях кризиса доверия кто управляет данными, тот и управляет ситуацией. И как бы это ни называли в отчетах, на практике возникает конкуренция за влияние на ключевые процессы. На кону не только значительные инвестиции, но и доступ к критически важным сегментам инфраструктуры. Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.